Задумывались ли вы когда-нибудь, почему $1 не равен 1 фунту стерлингов или 1 японской йене? Ведь по сути это всего лишь бумажные купюры или цифры на экране, и кажется, будто их стоимость определена совершенно произвольно. Однако истинная ценность валюты заключается не в изображении на ней, а в ее покупательной способности и доверии к экономике страны-эмитента. Каждая денежная единица служит прямым отражением экономической мощи государства, которое ее выпускает. Когда экономика страны процветает, производит товары и привлекает инвестиции, спрос на ее валюту неизбежно растет. Увеличение спроса, в свою очередь, ведет к повышению ее стоимости на мировом рынке. Напротив, если экономика испытывает трудности, теряет рабочие места или печатает слишком много ничем не обеспеченных денег, доверие к ней падает. Меньшее доверие означает ослабление национальной валюты, что сказывается на ее курсе. Обменные курсы находятся в постоянном движении, ведь экономики всех стран непрерывно меняются и развиваются. Например, сегодня за $1 можно получить 100 йен, а завтра уже или йен, в зависимости от событий в США и Японии. Кроме того, на стоимость валюты значительно влияет торговый баланс между странами. Если Япония продает США больше товаров, чем покупает, спрос на йену возрастает, так как американским компаниям она нужна для расчетов. Это неизбежно толкает курс йены вверх относительно доллара. Это своеобразный рынок, где валюты конкурируют друг с другом, опираясь на экономические показатели, торговый баланс и доверие инвесторов. Поэтому доллар не равен фунту стерлингов. У Америки и Великобритании разные экономики, объемы денежной массы и уровни глобального доверия. Ценность валюты – это не случайное совпадение, а точное отражение экономической реальности. Числовое значение на купюре само по себе не имеет никакого смысла. Важно то, что. Что действительно имеет значение – это экономическая мощь, стоящая за каждой валютой. Именно она объясняет, почему каждая страна находится в долгах и кто является их кредитором. Крупнейшие державы мира, такие как США, Китай, Япония и Великобритания, накопили триллионы долларов долга. Но если все страны должны, возникает вопрос, кто же тогда им платит? Ответ заключается в том, что они должны друг другу, а также своим собственным гражданам. Когда правительству необходимы средства на строительство дорог, оборону или здравоохранение, оно не просто печатает деньги. Вместо этого оно привлекает капитал, выпуская государственные облигации на финансовый рынок. По сути, облигация – это долговая расписка, обещание вернуть деньги с процентами в будущем. Например, вы даете государству $1000 сегодня, а через 10 лет получаете обратно 1200. Эти ценные бумаги приобретают как частные лица, так и банки, другие государства, пенсионные и инвестиционные фонды. Таким образом, государственный долг распределяется между миллионами кредиторов по всему миру. Например, триллионов долларов долга США принадлежат американским гражданам, Китаю, Японии и инвестфондам. Хотя Китай владеет более чем триллионом американских долговых обязательств, США также являются держателем китайского долга. Страны постоянно кредитуют друг друга, поскольку государственные облигации считаются надежными инвестициями. Правительства редко погашают долг полностью, предпочитая рефинансировать его, выпуская новые облигации. Система работает, пока есть рост и доверие. Однако государственный долг принципиально отличается от личных финансовых обязательств, ведь вы не можете конфисковать целую страну. Настоящие проблемы возникают лишь тогда, когда доверие к государству полностью исчезает, и никто больше не желает давать в долг. До этого момента все продолжают брать взаймы и предоставлять кредиты, поддерживая тем самым существующую систему. Возникает логичный вопрос: почему бы правительству просто не напечатать больше денег, если они нужны? Запустить печатный станок, создать триллионы, и все проблемы, казалось бы, мгновенно исчезнут. Но деньги имеют смысл только тогда, когда за ними стоит что-то реальное, какая-то ценность. Представьте себе город со 100 жителями и 100 буханками хлеба. У каждого есть $, и буханка стоит $. Спрос и предложение находятся в идеальном равновесии. А теперь вообразите, что правительство печатает еще $1000 и раздает их населению. У людей внезапно становится больше наличности.
но количество хлеба остается прежним – все те же 100 буханок. Все бросаются за хлебом, и пекарь понимает, что люди готовы платить больше. Цены взлетают до долларов, потом до долларов. Деньги в вашем кармане не сделали вас богаче, они лишь сделали все намного дороже. Это явление называется инфляцией. Печать денег не создает ценность, она лишь размывает ее. Когда все больше денег гоняется за тем же объемом товаров, цены растут, пока лишние купюры не обесцениваются. В Германии года правительство напечатало столько денег, что для покупки продуктов требовались тачки, полные банкнот, а буханка хлеба стоила миллиарды марок. Наличные превратились в ничего не стоящие бумажки, которыми, по сути, можно было лишь обклеивать стены. Правительства могут выпускать новую валюту, но это оправдано лишь при условии роста реальной экономики, создания новых продуктов и услуг. Если же печатать деньги без соответствующего экономического развития, это неизбежно подрывает доверие к самой валюте. Деньги – это эквивалент труда, природных ресурсов и производительности, а простое создание новых банкнот не порождает ничего из этого. Невозможно напечатать богатство, можно лишь запустить механизм инфляции, обесценивая уже имеющиеся средства. А что же такое биткоин? Это цифровая валюта, существующая исключительно в виртуальном пространстве. У него нет физических монет или купюр. Это чистый программный код, доступный каждому. В отличие от привычных долларов на вашем банковском счете, биткоин не подконтролен ни правительством, ни корпорациям. Он функционирует на базе технологии блокчейн, открытого публичного реестра, который фиксирует каждую транзакцию. Принцип его работы таков. Когда вы отправляете биткоин, эта операция мгновенно рассылается тысячам компьютеров по всему миру. Эти компьютеры, называемые узлами, подтверждают транзакцию, решая сложные математические задачи. После подтверждения транзакция добавляется в новый блок, который затем прикрепляется к цепочке всех предыдущих блоков. Факт операции виден всем, но ваша личность остается скрытой за случайным набором букв и цифр. Благодаря децентрализации ни один человек или институт не может контролировать систему, заморозить ваш счет или произвольно напечатать новые биткоины. Всего в мире будет существовать строго ограниченное количество – лишь 1 миллион биткоинов, и ни одним больше. Эта встроенная ограниченность и придает ему ценность, из-за чего многие называют биткоин цифровым золотом. Однако, несмотря на свои уникальные особенности, у биткоина есть и существенные недостатки, которые нельзя игнорировать. Например, скорость транзакций в сети биткоина значительно уступает традиционным банковским картам. Его курс подвержен резким колебаниям, что затрудняет полноценное использование биткоина в качестве реального платежного средства. Отсутствие централизованного контроля означает, что в случае потери доступа к кошельку ваши средства исчезнут безвозвратно. Здесь нет службы поддержки или кнопки сброса пароля, способной помочь вернуть утраченное. Биткоин демонстрирует возможность создания денег на основе математики, а не доверия к государственным институтам. Является ли он будущим финансов или лишь спекулятивным активом, зависит от точки зрения каждого. В любом случае, его программный код абсолютно честен, а цифровой реестр хранит все данные без искажений. А что, если инфляция станет отрицательной? Падение цен, на первый взгляд, кажется воплощением мечты. Продукты дешевеют, арендная плата снижается, и каждый месяц все товары обходят вам все дешевле. Однако, когда наступает дефляция, экономика не радуется, а наоборот, замирает в ожидании худшего. Причина проста. Зная, что в следующем месяце товары подешевеют, люди начинают откладывать покупки. Зачем покупать автомобиль сегодня за $1000, если через полгода он может стоить $1000? Потребители откладывают траты, а бизнес, видя падение спроса, вынужден снижать цены, что лишь усугубляет этот цикл. Продолжают откладывать покупки, ведь они ожидают, что стоимость товаров будет снижаться и дальше. С обвалом спроса компании начинают терять доходы, что ставит под угрозу их существование. Чтобы выжить, им приходится сокращать персонал, что неизбежно ведет к росту безработицы. У населения становится меньше денег, поэтому они тратят еще меньше, и цены падают еще стремительнее.
Таким образом, экономика попадает в нисходящую спираль, которая постоянно подпитывает сама себя. Дефляция превращается в ловушку, где все выжидают, никто не тратит, и торговля полностью останавливается. В условиях дефляции долговое бремя становится невыносимым, угрожая финансовой стабильности. Представьте, вы взяли $1000 на бизнес, и хотя долг остался прежним, доходы сокращаются из-за падения цен. Сумма кредита не меняется, но ваша способность его погасить постоянно уменьшается. Растет число невыплат, банки терпят крах, а кредитование практически исчезает из системы. Япония столкнулась с подобной ситуацией в 1990-х годах, что стало серьезным испытанием для страны. Цены снижались, люди прекратили тратить, и экономика стагнировала на протяжении десятилетий. Инфляция приносит боль, но дефляция – это полный паралич. Экономике необходим медленный, контролируемый рост цен. Постоянное движение поддерживает систему в живом состоянии. Падающие цены кажутся благом, но на деле сигнализируют о гибели двигателя экономики. Кто же на самом деле платит пошлины? Когда правительство вводит тарифы на импорт, кажется, что наказывают иностранное государство. Кажется, что процентная пошлина на китайскую сталь – это как если бы Китай выписывал чек Америке. Но это не так. Иностранное государство не платит ни цента. Это делаете вы. Вот как это происходит на самом деле. Американская компания желает импортировать сталь из Китая. Стоимость стали составляет $. Из-за пошлины правительство США взимает с американской компании дополнительные $, прямо на границе. Именно эта компания, а не Китай, оплачивает налог. При этом китайский поставщик по-прежнему получает свои $, не теряя ничего. Теперь перед американской компанией стоит выбор. Либо принять эти дополнительные расходы, сократив свою прибыль, либо повысить цены, чтобы их покрыть. Практически всегда они выбирают второй вариант, перекладывая бремя на покупателя. Эта сталь затем используется для производства автомобилей, бытовой техники и строительства. Соответственно, каждый продукт, содержащий эту сталь, дорожает. Таким образом, пошлина передается по всей цепочке поставок, пока не достигает конечного потребителя, то есть вас. Иногда пошлины вводятся для защиты местных производителей, делая импортные товары менее конкурентоспособными. Например, американская сталь может стать дешевле китайской после введения тарифа. Но даже в этом случае цены остаются высокими, поскольку местные производители теперь не испытывают такой сильной конкуренции. В любом случае, в итоге за все платит потребитель. По сути, тарифы – это налоги на импорт, а налоги всегда перекладываются на конечного пользователя. Иностранные государства не оплачивают эти счета, стоимость просто незаметно появляется в вашей корзине. А теперь давайте поговорим, почему многие больше не могут позволить себе жилье. Еще лет назад приобрести дом можно было на одну зарплату. Сегодня же даже 2 зарплат едва хватает, чтобы получить ипотеку. Цены на жилье стремительно взлетели, в то время как зарплаты росли крайне медленно. Разрыв между тем, сколько зарабатывают люди и сколько стоит жилье, стал просто огромным. Жилище перестало быть просто кровом, превратившись в инструмент для инвестиций, который можно сдавать или выгодно перепродавать. Когда финансовые рынки начинают рассматривать дома как акции, обычные покупатели оказываются вытесненными с рынка из-за непомерных цен. Низкие процентные ставки удешевили кредиты, что стимулировало людей брать больше займов и, как следствие, еще сильнее взвинтило цены на недвижимость. Банки одобряли все более крупные кредиты, продавцы поднимали запросы, и этот порочный цикл подпитывал сам себя, раскручивая цены вверх. Сегодня молодым поколениям, миллениалам и зумерам требуются десятилетия, а не годы, чтобы накопить на первоначальный взнос. Если раньше дом был местом для создания жизни, то теперь это актив в портфеле, и те, кто действительно нуждается в жилье, не могут конкурировать с владельцами десятков объектов. В этом контексте важно понимать фундаментальную разницу между трейдингом и инвестированием. Хотя оба процесса включают покупку акций, их цели и временные рамки совершенно разные. Один процесс – это спринт, а другой – марафон. Осознание этой ключевой разницы полностью меняет подход к работе на финансовом рынке. Трейдинг подразумевает быструю покупку и продажу активов для получения прибыли от краткосрочных колебаний цен,
часто в течение одного дня. Трейдер может купить акции утром и продать их к вечеру, или удерживать несколько дней, опираясь на импульс, новости или технические паттерны. Их цель – быстрая прибыль от волатильности. Трейдеры постоянно следят за графиками, выискивая идеальный момент для входа и выхода, процветая на любом движении цен. Инвестирование же означает покупку активов с намерением удерживать их годами, а порой и десятилетиями. Инвесторы выбирают компании, которые, по их мнению, будут стабильно расти со временем. Они обращают внимание на прибыль, бизнес-модели и долгосрочный потенциал. Когда рынок падает, трейдеры охвачены паникой, в то время как инвесторы спокойно ждут, зная, что история свидетельствует о восстановлении рынков. Уоррен Баффет, один из самых богатых инвесторов, сколотил свое огромное состояние, покупая качественные компании и удерживая их в течение перевелет. Трейдинг требует постоянного внимания, молниеносных решений и стальных нервов. Большинство трейдеров теряют деньги, поскольку точно угадать движение рынка невероятно сложно. Инвестирование, напротив, требует терпения, глубокого анализа и умения не поддаваться ежедневной рыночной суете. Со временем именно сложный процент выполняет основную работу, приумножая капитал. И трейдинг, и инвестирование способны приносить доход, но для них требуются совершенно разные подходы и психология. Трейдинг – это ставка на следующее движение цен, тогда как инвестирование – это ставка на будущее. Один играет в короткую игру, другой же делает ставку на долгосрочные перспективы. Выбирайте стратегию, исходя из своего характера, а не только из обещаний быстрой прибыли. Теперь давайте разберемся, как состоятельные люди используют долги, чтобы стать еще богаче. Для большинства долг – это тяжкое бремя кредитных карт или студенческих займов, то, чего стараются избежать и что тянет вниз. Однако для богатых людей долг – это инструмент. Они берут взаймы целенаправленно, а не по необходимости. С его помощью они приумножают свое состояние, одновременно избегая уплаты налогов. Принцип прост. Представьте, что у вас есть акции на сумму миллионов долларов. Если вы продадите их, чтобы купить дом или начать бизнес, вам придется заплатить налог на прирост капитала, и правительство заберет значительную часть, скажем, 2 миллиона. Но если вы возьмете кредит под залог этих акций, то получите наличные, не продавая активы. Банки с готовностью предоставят вам займ под низкий процент, ведь они уверены в вашей платежеспособности. Таким образом, у вас появляются деньги для трат, а акции остаются при вас. Отсутствие продажи означает отсутствие налогов. Наркоторговцы, коррумпированные чиновники и преступники не могут просто так внести миллионы на банковский счет, не вызвав подозрений. Им необходима убедительная история происхождения этих денег. Именно здесь и начинается процесс отмывания. Этот сложный процесс состоит из 3 ключевых этапов, каждый из которых скрывает следы незаконной деятельности. Первый этап – размещение, то есть ввод грязных наличных средств в официальную финансовую систему. Преступники могут вносить небольшие суммы на разные счета, чтобы избежать внимания, или приобретать дорогие товары, вроде автомобилей и ювелирных изделий, за наличные. Цель – трансформировать физические деньги в отслеживаемый актив, не поднимая тревоги у контролирующих органов. Затем следует наслаивание – перемещение средств через запутанные транзакции, чтобы максимально запутать их истинное происхождение. Деньги пересылаются между фиктивными компаниями, офшорными счетами или иностранными банками, создавая сложную сеть перемещений. Например, покупается недвижимость в одной стране, продается в другой, а выручка проходит через несколько дополнительных счетов, чтобы максимально скрыть след. Каждая такая операция все глубже прячет источник средств, делая отслеживание практически невозможным для следователей. И, наконец, интеграция – возвращение этих денег в экономику уже в виде законного дохода. Преступники инвестируют в легальный бизнес – рестораны, автомойки или недвижимость, где доходы могут быть завышены, смешивая незаконные деньги с реальной выручкой. Теперь эти средства выглядят как прибыль от законной деятельности, с них платятся налоги, и незаконно полученные деньги превращаются в обычную зарплату. Эта система работает потому, что финансовый мир огромен и невероятно сложен. Миллионы транзакций ежесекундно кажутся абсолютно нормальными.
Спрятав свои нелегальные доходы в этом потоке, преступники скрывают не просто деньги, а само преступление. Подпишитесь, чтобы узнать больше о скрытых механизмах мира.